Добрый день, здравствуйте. Так, надеюсь, меня видно, слышно. Ну что, давайте начнем, да, Монару. Начнем Монару. Я знаю, что многие ждали, многие просили, делаем. Ну что, значит, в ближайшие 10-15 минут я расскажу вам, как у нас все это дело будет проходить, как все это дело будет устроено, скажем так. Сразу скажу, легко не будет, потому как YouTube не очень любит, скажем так, все, что связано с Монарой из-за тематики. Поэтому нам придется немножко постараться, чтобы сделать все так, как нужно. Так, здравствуйте всем. Значит, вот этот эфир я обрезать не буду. Как он есть, так я его и выложу, в принципе, в доступ. Только давайте немножко поправим звук. Так. Угу. Так. Вот так. Хорошо. Теперь немножко привычнее. Ну что, добрый вечер всем. Здравствуйте еще раз. Начинаем Монару с вами. Сегодняшний эфир будет такой установочный. Да? Я вам расскажу, что и как будет сделано, как мы все это дело устроим, как долго это будет длиться, я еще сам не знаю, но я бы хотел разобрать все карты Монары полностью, от начала и до конца, рассказать вам о своем опыте, ну и, соответственно, о своем видении этих карт. Что за колода такая очень интересная? Давайте сразу, наверное, будем переключаться, не будем тянуть кота за хвост, да? Собственно, вот такая колода. Я думаю, что если вы пришли на это видео, чтобы узнать мою точку зрения на эти карты, то вы уже знакомы с тем, что такое Монара. Поэтому давайте мы проясним, как все это дело будет у нас двигаться. Да? Так. Обозначьте мне, пожалуйста, только как там видно, слышно меня, нормально или все? Все ли хорошо? А то я вроде так включился смело, да, и не совсем понимаю, там звук-то идет, зрители вроде есть, зрителей много сразу, хорошо. Добрый вечер. Значит, после вступительной лекции, да, мы с вами пообщаемся еще в чатике, и там я подробно отвечу на все ваши вопросы, если у вас какие-то возникнут такие вопросы, но я надеюсь, мы все это дело проясним. Значит, сегодня выясним, что за колода такая, чем она хороша, для чего она нужна вообще, кто такая Монара, это самое, да, вот, кого благодарить. Ну и, собственно, немножечко покажем вам вот те самые карты, ну, скажем так, в моей манере. Все, как я люблю, да, чтобы все было четко, видно, чтобы все карты были. Я не стал заморачиваться, что-то там закрашивать, зарисовывать, закрывать пальцем какие-то части карт, чтобы не было видно срамоты, да. Ну, извините, это такая колода, тут надо либо смело признавать, с чем мы дело имеем, да, либо вообще ей не заниматься. Вот я занимаюсь. Это вторая колода, с которой я работаю. Первая это Таро Уэйта. Ну, я думаю, что если вы давно подписаны на мой канал, то вы знаете, что я работаю с Таро Уэйта в основном. Ну и, соответственно, Монара это вторая колода, которую я использую. Почему я ее использую? Потому что она очень крутая в разборах именно отношений между мужчиной и женщиной. Вообще любого рода таких интимных отношений. Эта колода, ну, она подходит идеально, можно сказать. Случайно это или намеренно так сделано, ну, сложно сказать. Да и в принципе не важно. Главное, чтобы это работало. Правильно я говорю? Правильно я говорю. Хорошо. Как у нас все это дело с вами будет обстоять? Я прошу прощения, я чуть-чуть волнуюсь, да, потому как... Ну, я давно так не волновался. Монару начинать это, ну, такое серьезное дело, потому как YouTube может всю эту лавочку быстро прикрыть, да, то есть спрятать все мои видео где-то в подвал, никому их не показывать. Почему? Потому как тематика такая, да? Что мы с вами должны для этого сделать, чтобы у нас все прошло хорошо? Так. Кратенько, как обычно, да, минут на 40. Нет, на 40 минут не будет. Кратенько, 10 минут, и я вам поясню, что и как нужно будет делать. Значит, YouTube, в принципе, достаточно удобная площадка для того, чтобы как-то делиться видео. Уходить с YouTube я бы не хотел никуда, просто потому что, ну, действительно, это удобная соцсеть для видео. Эфиры на нем проводить не очень удобно, потому что YouTube любит записи. Хотя бы этих же самых эфиров, поэтому я стараюсь выкладывать, как правило, записи. Но и эфиры, и лекции по Монаре у нас будут доступны только спонсорам. Не пугайтесь, там не сумасшедшие такие цифры. Да, и в принципе я не стремлюсь на этом заработать. Да?
Это нужно просто для того, чтобы обеспечить какую-то безопасность каналу, да, чтобы он не просел, чтобы YouTube видел, что это на самом деле интересно. Почему так происходит? Дело в том, что YouTube зарабатывает на рекламе. А вот совать рекламу в контекст Монары YouTube не очень удобно. Потому как рекламодатели в такие видюшки не захотят вставлять свою рекламу. Поэтому он такие видео опускает пониже. Но если вы будете как-то подписываться на платный контент, то есть, ну, в частности, как спонсор, да, YouTube будет видеть, что, в принципе, ага, люди интересуются, значит, наверное, все-таки стоит оставить это в доступе, в выдаче. Поэтому вот как-то таким образом, ну, если не YouTube, то мы сами как-то, да, все-таки это дело заставим его двигать. Вот, я надеюсь, что это все-таки будет. Что за спонсоры такие, да? Ну, смотрите, у ютуберов есть такая тема, как спонсорство. Даже у меня на канале, я не так давно эту тему включил, хотя, в принципе, мне она была незачем. Я на ютубе не зарабатываю столько, чтобы обращать на это внимание, скажем так, да? То есть, ну, это предела что-то 100-120 евро я зарабатываю на ютубе в месяц. Вы сами понимаете, что это не заработок. Но если вы нажмете кнопочку «Спонсировать», вам будут доступны, собственно, эфиры и видео с Монарой. Остальные, те, кто не хотят, либо не могут подписаться, вы не волнуйтесь. Еженедельные эфиры на какие-то другие темы интересные все равно будут. То есть YouTube вернее, мой канал не уйдет в такой, как бы, в платный сектор совсем. Я, само собой, буду выпускать общедоступные видео. Что за подписка такая? Ну, во-первых, стоит это все дело порядка чашечки кофе, да, 250 рублей российских. Это примерно сколько стоит чашка хорошего кофе в кафешке, да. По крайней мере, у нас так, где-то вот по этой сумме. Если хотите шикануть, да, хотите как-то серьезнее мне помочь, поддержать, можете 500 рублей, но, в принципе, что первый уровень, что второй уровень спонсорства, разницы особо не имеет. Это уже, чтобы вам было выбрать из чего, да, чуть-чуть побольше, либо чуть-чуть поменьше, неважно. Значит, что вам будет доступно за эти сумасшедшие деньги? То есть это раз в месяц. Раз в месяц просто с вашей карточки будет YouTube снимать эти либо 250 рублей, либо 500, неважно. В любой момент можно подписку отменить. Значит, на эфирах мы с вами будем общаться. Вы будете задавать вопросы по картам, да. Я сначала читаю такую лекцию по самой карте, дальше мы с вами общаемся, проясняем какие-то вопросы по этой карте. Вот. Лекции в записи я потом буду выкладывать на следующий день на канал, они вам тоже будут в доступе. Как я уже сказал, еженедельные эфиры на другие темы Таро остаются в доступе для всех. Неважно, спонсор вы, не спонсор, абсолютно неважно. На эфирах приветствуются донаты. Как их сделать? В описании к видео есть ссылочка. Нажимаете на ссылочку, ваше сообщение будет выведено на экран, я его прочитаю. То есть это просто тоже такая форма поддержки, абсолютно не обязательная. Но крайне желательно, вот что обязательно, это комментировать много, лайкать все видео, все эфиры, до которых вы только дотягиваетесь, лайкайте и комментируйте. Таким образом мы как-то этот YouTube все-таки распихаем и заставим работать так, как вам и всем нужно. Даже в записи. Везде лайк, коммент. Чем длиннее коммент, тем лучше. Поделиться в соцсети — это отдельный плюсик в карму, да. Если вы делитесь этим видео, YouTube это видит, то он прям еще больше начинает любить это видео и всем показывать. Значит, на лекциях по Монаре что мы будем делать? Мы будем разбирать теорию каждой карты. Почему? Спасибо большое. Роман, проводить воскресный вечер в вашем обществе становится приятной традицией. Спасибо за поддержку. Собственно, на лекциях по Монаре мы разбираем теорию каждой карты. Что, почему, зачем, почему эта карта так выглядит, почему там вот эти вот астрологические значки. Сейчас мы чуть подробнее этого коснемся, да, уже сегодня начнем знакомиться. Этот эфир у нас будет в прямом доступе в любом случае, его я оставлю. Ну и, соответственно, на лекциях теоретическая часть будет разобрана. После того, как мы пройдем все карты, все 78 карт,
весь этот курс лекций можно будет для удобства приобрести одним пакетом на ресурсе Boosty. Есть такой ресурс Boosty. Я там уже выложил свой свой вебинар, который тоже можно приобрести. Вы знаете, да, помните. Вот уже тут, собственно, люди уже начинают подписываться на спонсорство. Ну вот, собственно, так победим, да. Хорошо, добро пожаловать. На Boosty все это дело потом можно будет приобрести одним пакетом после того, как мы все это дело закончим, да. Что там еще? На Boosty все мои вебинары тоже будут туда складываться. Весь платный контент будет там еще. Просто, чтобы было удобнее, чтобы была какая-то альтернатива. Либо YouTube, либо Boosty. Как-то, в конце концов, надо это все дело монетизировать. А вот практику гадания на той же самой Монаре можно будет освоить на моем онлайн-курсе по практике раскладов. То есть, собственно, как у нас сейчас по Вейту, да, идет основной большой курс из 40 лекций, так у нас будет, я думаю, где-то с января месяца, середины января, я запущу курс по Монаре в группах, в небольших, 7, может быть 10 человек на группу, как-то так. Пока обещать толком не могу, пока я еще не составил план занятий, план лекций, план практики, да. Но в любом случае там мы будем разбирать практику. Вот как-то так в общем и целом. Что еще можно сказать? Еще можно сказать, что подписывайтесь на Telegram. Ссылочка на Telegram тоже есть в описании к этому видео. Вот зачем это нужно, чтобы быть всегда со мной на связи. Вот и все. Все по, скажем так, устройству. То есть я бы не хотел с вас драть огромные деньги за теорию. Я бы давал эту теорию Монару абсолютно бесплатно. Но, к сожалению, это невозможно, иначе YouTube мой канал притопит. Да? Поэтому будем как-то сражаться с ним его же оружием, да, денежкой, скажем так. Хорошо, надо только потише сделать вот эту подписку, потому как это очень здорово, конечно, но громковато. Давайте я потише сделаю немножечко. Донаты потише и подписки потише. Вот, отлично. Хорошо, ну что, давайте посмотрим, что за Монара такая. Да? Собственно, за этим вы сюда и пришли сегодня. Сразу сакраментальный вопрос, кто такая Монара, да, чем она так отличилась, что ее именем назвали колоду. Ну, во-первых, это не она, это он, да, я так специально вас забайтил вот на эту штуку. Да, это Мило Монара, итальянский художник, не помню какого года рождения, 45-й, 50-й, в общем, такой дядька уже в возрасте. Чем он известен? Он известен тем, что он, собственно, является художником и иллюстратором. Рисует в основном комиксы. И в основном на такую достаточно эротическую тематику. Комиксы известны, так как у него очень приятная манера, очень приятный стиль. Такой мягкий, акварельный, такой чуть-чуть ар-нуво. Ну, в общем, мне, допустим, он очень нравится. Очень нравится, хотя я не любитель комиксов. Можно было бы их смотреть, но что-то как-то там маловато действия, на мой вкус. Я больше люблю кино. Но вот, тем не менее, Мило Монара художник на самом деле с очень приятным стилем. Думаю, если у вас есть Таро Монара, да, то, в принципе, стиль вы видите. Он такой достаточно узнаваемый, скажем так. Но это не он создал эту колоду. Подробно вообще, я бы вам советовал сходить на канал к Юрию Хану, ему там заодно вот меня привет передавайте. Он меня, конечно, не знает, но мало ли, привет передавайте в любом случае. Вот у него есть интервью с одним из руководителей фирмы Los Carabeo. Я думаю, что это название вам тоже известно. Это, наверное, крупнейшая фирма по производству карт Таро и, в принципе, вот около тарошного такого ассортимента в Европе. Вот. Итальянцы. И Мило Монара, итальянец, и ребята из Los Carabeo тоже итальянцы. Они, в принципе, делают отличные
отличные колоды. У меня 2 колоды, я работаю вот как раз лоскаробеовскими колодами. Вот они однажды собрались, решили, что надо как-то у Мила Монары заказать колоду. Пришли к нему, он такой: да-да-да, хорошо, давайте мы с вами поработаем, отличная идея, давно интересовался картами Таро. Ну и как бы договорились, вроде там, я не знаю, был у них с ним договор, не был. В общем, все нюансы, все детали рассказывает Юрий Хан в своем интервью. Вот. Но в чем суть? Коротенько, да? Начал он эту работу затягивать. То есть они к нему звонят, пишут ему: гражданин Монара, давайте, вы нам обещали карты Таро. Он такой: ой-ой-ой, что-то я там сильно занят, давайте чуть попозже. Вот, по итогу все-таки он решил от них как-то отделаться, я так понял, сказал: ребята, у меня нет времени, вот возьмите, мои рисунки уже готовые, да, там с какими-то относительно свободными авторскими правами. Ну и, собственно, передал им авторские права вот на эти картинки, которые мы с вами видим сейчас в колоде. То есть это ребята из Лос Карабео, в частности, вот этот художник Пьетро Аллиго, да, или как, ну, я не очень с итальянским, да, вот, говорят, вроде как он отвечал конкретно за создание этой колоды. О, Мария, спасибо за 300 рублей большое. Спасибо большое за информативные лекции. Стараемся. Пьетро Аллиго, в общем, создал саму колоду. Но работали они, я так понял, там все вместе над этой колодой. Ну, что сказать, колода получилась великолепной. Юрий Хан там не стесняется ей петь дифирамбы. Вот, хотя Мила Монара просто нарисовал какие-то абсолютно левые рисуночки к каким-то комиксам. В общем, можно сказать, что к колоде он особо-то и не имеет отношения. А вот Пьетро Аллиго, вот ему мы можем сказать огромное спасибо за то, что была создана такая великолепная колода. Так, добро пожаловать на канал. Так, как же тут потише-то сделать все-таки эту вот штуку? Не знаю как. Ну ладно. Разберусь потом, короче. Хорошо. Вот. Собственно, вот и все по истории создания колоды. Поэтому Монара — это не она, это он. И, соответственно, у нас получается как? У нас получается, что некий дядька, толковый, одаренный, нарисовал красивые картинки с приятными девушками, с интересными мужчинами, с обнаженкой, с каким-то там, с какими-то действиями, да. А другой не менее одаренный художник, и я подозреваю еще и таролог, от того, что для того, чтобы создать такую колоду, ну, нужно что-то понимать в Таро. Надо сказать, что понимают они очень здорово. Ольга, спасибо за 300 рублей. Благодарю за полезную информацию. Стараемся. Вот. Собственно, что у нас с колодой? Чем же она так хороша? Ну, во-первых, можно сказать, что это Таро. Почему? Потому что у нас, собственно, есть структура Таро. У нас есть старшие арканы. Да, вот они. Пожалуйста. Император. Названия практически идентичны. Император, императрица, прист, это значит священник, либо священнослужитель, либо иерофант. То есть, ну, в принципе, знакомая система старших арканов. Маг, влюбленные, повозка, колесо фортуны и вот это вот все. Да? Единственное только, да, что некоторые названия изменены. Например, повешенный у нас называется The Punishment, то есть наказание. В принципе, это очень хорошо. Почему? Потому что одно из основных значений повешенного как раз наказание. То есть это, в принципе, это вешали. Почему? Потому что хотели наказать человека. Это если совсем простенько, да? Кнопка «Спонсировать», пишет Надин, передает автору 40 или 60% перевода. Да, понимаете, Надин, мне это в принципе не важно. Я не столько заработать на этом деле хочу, сколько хочу нормальное видео делать, чтобы YouTube мне не мешал делать эти видео. Поэтому, как бы, скажем так, вся эта система донатов и вот всего прочего, оно как бы такая страховка, да, на всякий случай, пусть работает. Вот.
Что еще? Есть особенность в Манаре, в старших арканах. Давайте сокращенно, простенько будем считать, что Манара это она. Почему? Потому что колода. Ольга, добро пожаловать в спонсоры. Так, да, народ мало-помалу собирается, видно, заинтересованных людей. Собственно, в старших арканах у нас 9-я карта называется сила. Вернее, 11-я называется сила, да? А вот это самое, 8-я справедливость. То есть он их поменял местами назад, как это было раньше, до Уэйта, скажем так. Ну, можно спорить, можно просто принять это так, как есть. Я бы принял это так, как есть. Почему? Потому что, в принципе, Манара работает не столько по принципу системы Таро, сколько по принципу оракула. Почему? Потому что у нас тут достаточно информативные картинки, изображения, да, достаточно активные в каждой карте, чтобы мы могли представить себе какую-то ситуацию, да, прожить эту ситуацию и ощутить себя в этой ситуации. Это скорее тема оракула. Таро, она все-таки более систематизированная колода. Система в Манаре тоже есть. Вы знаете, да, что я я же мужчина. Мужчины любят создавать системы из этого самого хаоса. И вот, собственно, тут система создана очень интересным образом. Ну, старшие арканы, ладно. Старшие арканы это старшие арканы. Тут все понятно. У них по одному основному принципу на каждую карту. Да? Допустим, у нас тут что мы видим? Мы с вами видим значки планет. То есть Меркурий, Луна, Венера. И мы с вами видим значки этих самых знаков зодиака. Овен, Телец, Близнецы, Рак и прочее. Вот. Надо, наверное, все-таки будет их тоже как-то разделить визуально тоже, чтобы, может быть, вам было проще или как. Ну, я пока еще не решил. Дело в том, что чем хороша колода Манара, тем, что мы берем, скажем так, карту, берем за основу сюжет на карте. То есть мы там что-то видим, да, визуально. И там более глубоко, допустим, чем в привычных нам картах Таро, там просто символика. А тут уже какая-то символика в действии, в каком-то сюжете. Да? Во-первых, этот сюжет можно расшифровать. Но мы же с вами знаем, что все снежинки разные, сколько людей, столько мнений, поэтому вот и расшифровывают, в принципе, эти сюжеты, там, кто во что гораст. Да? То есть так получается, что... Что у нас? У нас человек приходит со своим мнением, со своей колокольней и начинает объяснять со своей точки зрения карту, которую он видит. Рассказывать свою историю. И тут, смотрите, либо вы совпадаете примерно более или менее с этим человеком, своим мировоззрением, своими взглядами на жизнь, на отношения. А у нас тут, в частности, что? У нас тут отношения между, как мужчиной и женщиной. Мэйжо. Классическое, скажем так, противостояние льда и пламени, да? Вот. Поэтому каждый объясняет это себе по-разному. Но у нас же есть еще и символика астрологическая, какая-то условная система, которую все-таки можно пришить к делу и поставить ее как точку отсчета. То есть вот от этой печки мы и будем плясать. Объяснять карту мы будем с точки зрения астрологической символики. Поэтому, с одной стороны, да, Манара это колода такая оракульная. Мы можем просто по картинкам, особо не разбирая, что там за астрология и прочее, мы можем рассказывать историю, которая будет совпадать с вашим интуитивным видением и будет работать. Но если мы еще знаем астрологию, вот это нам поможет более точно, детально и правдоподобно прояснить ситуацию. То есть мы сами начинаем более глубоко понимать, почему там сидит этот человек, как он связан с девой. А мы помним, да, что дева это у нас символика заглубления в себя, ухода как-то в свою точку зрения, в одиночество, в некую индивидуальность. Да? Вот. Поэтому мы уже вот этого самого оборотня
рассматриваем с точки зрения личной, извините за тавтологию, точки зрения. Да? Вот как-то так. У меня нет кнопки спонсорства, пишут девушки в чате. Девушки, смотрите, чтобы появилась кнопка спонсорства, если вы смотрите с телефона, вам нужно, чтобы у вас на телефоне было приложение YouTube. Когда вы заходите в приложение YouTube, вы заходите соответственно со своего телефона под Android, допустим, да, и вот он автоматически привязывает ваш YouTube к вашему аккаунту в Google, скажем так. Вот ваш аккаунт Google — это и есть ваш YouTube. Когда вы заходите на YouTube, вы можете со своего аккаунта и оформить это спонсорство. Если я как бы инкогнито войду на каком-нибудь браузере, да, на YouTube, я там буду никто, да, я буду просто человек, который смотрит эти видюшки, и подписаться особо не могу. Но если вы скачиваете себе приложение YouTube, он автоматически привязывается к вашему Gmail адресу, к вашему Google, к вашему аккаунту в Google, и, соответственно, у вас теперь есть свой YouTube. С него уже можно оформить спонсорство. Это как бы вроде бы чуть-чуть сложно, да? Но на самом деле там ничего сложного нет. Там все очень просто, если разобраться чуть-чуть. Попросите кого-нибудь разобраться, или может быть я отдельное видео сделаю. Давайте я сделаю отдельное видео, да, где поясню, как там можно оформить вот это все дело, раз уж возникают такие вопросы. Юрий Хан говорит, что зодиакальные знаки, проставленные на картах Монара, не совсем соответствуют сути карт. Отлично, великолепный вопрос. Чем он хорош, этот вопрос? Дело в том, что Юрий Хан рассматривает карты Таро, и я всегда и всем это говорю, я очень уважаю Юрия Хана как астролога. Он, великолепный, очень глубокий, понимающий, талантливый астролог. Но вот карты Таро он рассматривает исключительно с точки зрения астрологии. Понимаете? Он впихивает карты Таро в астрологию, а карты Таро — это не только астрология, это гораздо шире, поэтому их тоже нужно учитывать. Вот эти вот сюжеты на картах нужно объяснять не только с помощью астрологии, но и с помощью понимания. Понимаете? Добро пожаловать в спонсоры. Вот, поэтому можно сказать, что одной астрологии маловато. И либо вам приходится, как Юрию Хану, отказываться от каких-то значений карт, от того, что вы рассматриваете их только с астрологической точки зрения. Либо вы понимаете, что астрология — это еще не все. Что кроме нее есть еще что-то более глубокое и непознаваемое, как вот эти карты Таро. Это вот те самые истории, которые вы можете рассказывать про каждую карту. Поэтому я бы очень советовал вам помогать себе астрологией, но не отказываться от самой сути карт. Астрология еще не все. Как-то так. Справедливость и лев не особо сочетаются. Ну, как вам сказать, вот в Монаре как раз сочетаются. Вот в Монаре как раз очень круто это сделано. И вот это мы рассмотрим с вами. Это, наверное, будет одна из самых интересных лекций. Вот. Как-то так. Хорошо. Собственно, что еще? Со старшими арканами понятно. Там у нас либо планеты, либо знаки зодиака. Волшебным образом нам их хватает, чтобы 22, это я так понял, 10 и 12. 12 знаков зодиака и 10 планет. Планеты какие? Сатурн, Плутон имеются. Имеются, в принципе, все планеты, кроме Прозерпины и кроме этого самого Хирона, вернее. Я все время путаю Хирон. Вот. Поэтому тут можно сказать, что, опять же, не всю астрологию можно впихнуть в карты Таро, но и не все карты Таро. То есть, смотрите, в любом случае приходится как-то изгаляться, что-то выбрасывать, что-то добавлять своего. Если вы станете делать это более свободно, более расслабленно, скажем так, не втискиваясь в эти жесткие рамки астрологии, тогда вам будет гораздо проще работать картами, к чему я и призываю. Девушки и молодые люди, все приходящие на видео, смотрите, у нас карты Таро — это очень интуитивный инструмент. Астрология — это жесткая штука, которая позволяет нам опираться на что-то при этом интуитивном рассмотрении карт. Поэтому это нужно сочетать, как левая и правая рука, как мужчина и женщина. И сочетание вот такого разумного астрологического и интуитивного тарошного
подхода у нас получается очень много добавочных значений, которые дают вот огромный выброс энергии значений. Понимаете? Поэтому все это нужно сочетать. Что у нас по младшим арканам? По младшим арканам тоже интересная система. Во-первых, все тузы в основном дают стихию. Да, как я вам и давал на лекциях по тузам, у нас все тузы это просто стихия. Огонь, земля, воздух и вода. Все они подписаны на 4 языках. В русскоязычной версии, там, по-моему, я не знаю, одна или... Вот я не работал с русскоязычными версиями, поэтому толком сказать не могу. Вот. Что еще? Дальше. У нас идут в младших арканах сочетания планет и знаков зодиака. Да, то есть, как эти планеты в этих знаках себя ведут. То есть, мы уже чувствуем какой-то характер карты через астрологию. При всем этом... При всем уважении к Юрию Хану, он все-таки за основу берет сочетание вот этих самых знаков и планет. Порой игнорируя сюжет на карте. А он тоже важен. Если не важнее, чем само это значение. Поэтому, если у нас получается логично связать значение, вернее, изображение на карте с символикой, тогда у нас начинает играть вот то самое внутреннее ощущение. Ага, так вот почему она его там хватает за эти штаны, да? Потому что у нас вот это вот в этом, да? Потому что у нас вот здесь вот так, да? То есть мы объясняем. Например, в тройке пентаклей, да, это у нас тройка, да, это тройка пентаклей. Что мы с вами видим? Мы с вами видим некую римскую фреску. Опять же, мы помним, что это у нас ребята итальянцы создавали эту колоду. Поэтому можно сказать, что вот эта римская фреска у них, это, как вам сказать, традиция такая народная, как бы, да. Это ощущение традиционности. Это вот как для русских, допустим, лубок, да, что-то такое, да. Привет русской школе Таро, либо школе русского Таро, как там у Савченко. Вот там лубок. Да, а здесь у итальянцев, у них вот своя тематика. Тоже достаточно традиционная. И традиционное ощущение взаимоотношений, скажем так, мужчины и женщины, Марс в Козероге. Ощущение силы, желание для себя чего-то по определенной системе. Да, по определенной системе взаимоотношений. Потому что Козерог это всегда ощущение авторитета, силы, скажем так, решить, кто главный, а кто подчиненный. Вот, поэтому тут мы с вами понимаем, что кто сильнее, тот и прав. В традиционном еще ощущении мужчина сильнее женщины, значит ему в таких вопросах лучше подчиняться. И женщина, которая устраивает традиционная форма отношений, где мужчина главный, где он доминирует, а женщина по-женски подстраивается, подчиняется, тут у нас вот и возникает ощущение тройки пентаклей. Понимаете, вот так оно все вместе и работает. Наша с вами задача будет на всех наших лекциях расшифровать вот эти значки, что значит Солнце в Козероге, да, что значит Меркурий в Тельце, где там хорошее положение, где плохое, да, ну и, собственно, Луна в Тельце, что такое, от чего здесь женщина вот такая вот, да, почему она именно так выглядит и кто она вообще такая, да, вот. Поэтому все это очень интересно, увлекательно и позволяет нам расшифровывать эти карты так, как хотел нам сказать автор этой колоды, скажем так. Вот такие дела в общем и целом, можно сказать. По придворным картам ситуация еще интереснее. Если у нас старшие арканы, это в общем какая-то, скажем так, движущая сила. Мотивационная, скажем так, вектор развития чего-то, да, вот у нас и выходит так, что, смотрите, у нас там либо только знак зодиака, либо только планета, то есть какой-то основной принцип развития ситуации, да. В младших арканах мы уже видим какие-то истории взаимодействия, планеты и знака, характера и способа действия, как одно взаимодействует с другим в динамике, в развитии, в каком-то, скажем так, в конфликте в каком-то.
и как развязывается этот конфликт, да? Например, вот опять же, Солнце в Овне — это достаточно сильная позиция для огненных, поэтому девушка берет инициативу сознательно по Солнцу специально в свои руки и и как действует решительно, быстро, как Овен, да? Собственно, начинает делать то, что ей хочется, не считаясь мнением этого молодого человека. Нравится ему, не нравится, в общем, что и как. Вот у нас идет расшифровка этой символики, этих карт. А вот в младших арканах у нас интересная система. Смотрите, во-первых, традиционно для карт Таро 4 фигуры. Кнейв, то есть валет, либо паж, можно сказать, да, традиционно на первом месте. Далее рыцарь, какая-то фигура на коне, причем женская фигура. Это тоже женская фигура, да? Вот. Дальше у нас идут королевы стихии, да, ну и, собственно, короли. Какие-то мужчины у нас присутствуют в королях, то есть очень похоже на эту самую, собственно, на систему Таро. Теперь смотрите, у нас, в принципе, паж или валет, да, ну, давайте будем называть их традиционно пажами, хотя я временами буду срываться на валета просто от того, что тут есть и кнейв, не очень привычное для нас слово, валет более привычное для нас слово, поэтому интуитивно я буду часто скатываться к валетам, либо к пажам. Вот. У них нет особой, скажем так, направленности. Они, можно сказать, характеризуют стихию в целом. Валет земли, да, Knave of Earth. Можно сказать, что это мужчина, потому как на каждом паже, на каждом валете у нас присутствует, ярко выраженный мужчина. Понятно, да? И, соответственно, он там что-то делает. Делает он то, что велит ему стихия. То есть он заложник этой стихии. Может, он хотел бы действовать как-то по-другому, но не может. Потому как стихия его обуяла, да, и вот он, собственно, под влиянием этой стихии совершает какие-то там действия. Вот. Следующая карта у нас рыцари. И вот в рыцарях, как в королевах и в королях, у нас уже имеются имеются знаки зодиака. И вот там уже удобно. Там уже удобно чем? Тем, что у нас в каждой стихии 3 знака зодиака. У нас всего 4 стихии. 4 на 3 дает нам 12 знаков зодиака, которые теперь уже можно впихнуть в эти самые придворные карты. И получается так, что вот пажи у нас, как были пажами, так и остались. Они не особо выбирают. Их стихия подчинила, и они действуют под влиянием этой стихии. А вот рыцари, королевы и короли, они уже выбирают, как им действовать в этих стихиях. Причем, заметьте, активные действия у нас идут по рыцарям. И действуют... Ага. Ольга, добро пожаловать в спонсоры. И вот рыцари у нас действуют более активно, так как они могут. Да, так как они хотят, могут, либо используя эту стихию. Причем знак зодиака, да, он нам показывает, почему этот рыцарь действует именно таким образом. Потому как дева — это достаточно практичный знак, да, поэтому вот эта девушка на коне, вместо того, чтобы скакать во весь опор куда-то вперед, как, допустим, рыцарь огня, да, вот она скачет аккуратно, осторожно. Если можно открыть калиточку, она откроет калиточку, да, аккуратненько, спокойно по-земному, практично использует данные ситуации, да. Вот как-то так. Королева у нас, скажем так, одна из самых сильных карт, если мы рассматриваем с точки зрения влияния на ситуацию. Вот. То есть активно действуют рыцари. А вот королевы действуют уже по-женски. То есть если... можно сказать так, что по рыцарям женщины действуют активно, как мужчины. А вот по королевам они действуют по-женски. Включают все, скажем так, силы своих женских способностей. Королевам нет нужды действовать активно.
Они подчиняют себе мужчин с помощью вот этих самых женских чар. Ну и короли у нас, как мужики, в сильной позиции, скажем так. Есть мужчины в слабой позиции, где они вынуждены действовать под влиянием стихии. И есть мужчины в сильной позиции, которые используют эту стихию себе на руку. Да, скажем так. С королем воздуха нужно считаться от того, что он умный, он знает, что и как. Валентина Балашова, добро пожаловать в спонсоры канала. Вот как-то так. Это коротенько. И у нас есть, как и второе, 3 разновидности карт. Старшие, да, основной принцип. Младшие, какой-то конфликт, какое-то действие, активность, да. И придворные карты. Характеристика человека, который по какому-то высшему принципу действует вот в этой самой ситуации. Таким образом, вот эта троица, да, и дает нам возможность рассмотреть весь спектакль, где какие-то характеры в каких-то ситуациях действуют из-за каких-то определенных принципов. Вот умение сложить эти 3 разные штуки в одно что-то удобоваримое и дает вам возможность работать с колодой Монары. Вот этому мы с вами и будем учиться на наших лекциях. Вот, коротенько, минут на 40, все как я люблю. Коротенько, вот оно так и есть. Поэтому, если вам интересно, вот такое дело, подписывайтесь на канал, раз, становитесь спонсорами. На самом деле 250 рублей это чашка кофе. Я думаю, что раз в месяц чашку кофе себе вы позволить можете, тем более, что она у вас окупится с лихвой за первый расклад, который вы будете делать Монарой. А Монара сейчас, можно сказать, пользуется популярностью. Поэтому я думаю, это даже не стоит расценивать как затраты, это скорее как вложение. Да. Так, ну что, давайте почитаем вопросики, которые там у вас были. Во-первых, здравствуйте всем еще раз. Да? Здравствуйте всем еще раз. Давайте посмотрим, что вы там понаписывали интересного. Добрый вечер, плодотворного вечерка с паном Романом. Спасибо. Добрый вечер, очень хочется вас послушать, Алла. Здравствуйте. Ну, я уже все читать не буду, да. Здравствуйте всем еще раз, да. Давайте теперь будем общаться. Добрый вечер, прекрасное завершение воскресного дня. Чтобы вы знали, как я волновался перед началом. Ну, вроде начали, вроде пошло. Поехало, да. Всем доброго вечера. Санкт-Петербург, Питеру привет. Добрый вечер всем, здравствуйте. Я уже лайкнула, отлично. Девушки, лайки, комментарии, это то, что прям вот необходимо, то, что нужно. И тут я уже вас буду дергать каждый эфир, каждое видео. Я буду вот по-ютубовски так нахально выпрашивать у вас лайки и комментарии, просто потому что, по-другому мы не справимся, потому как тема такая тяжелая, сложная для ютуба. Добрый вечер. Так, вопросики, где вопросы? Самой колоды нет, можно карты покрупнее. Ну, тут, в принципе, карты покрупнее мы будем рассматривать на лекциях. Загуглите. Колода Монара галерея, да, есть где-то ресурсы, где вот эту колоду можно будет увидеть в подробностях, в деталях. Заказывать лучше, смотрите, где вам удобнее заказывать, само собой. Тут я вам уже не советчик. Хотя, если, конечно, вы хотите прорекламировать свой магазинчик на моем канале, welcome. Я всегда рад, сотрудничеству я всегда рад. Я не особый, как это сказать, бизнесмен из меня так себе, да, но договориться сможем всегда, скажем так. Так, что там еще? Решила подписаться на платный. Добро пожаловать. Так. Скоробеевские колоды предпочитаю. Ирина Богатова пишет. Да, вот смотрите. Так, добро пожаловать в спонсоры. Смотрите, значит, скоробеевские колоды чем хороши? Во-первых, это качество. Да, они могут стоить дороже, чем допустим, какие-то русскоязычные колоды. Но оригинальные скоробеевские колоды, по крайней мере, то, с чем я сталкивался, они достаточно качественные.
не стоит ждать от них какой-то долговечности на года. Особенно если вы работаете активно. Как я, допустим, да, колоды рано или поздно приходят и стираются чуть-чуть, да, растрепливаются краешки эти. Вот на Монаре это особенно заметно от того, что там, скажем так, вот эти, так, достану вам, покажу свою колоду. Там достаточно быстро растрепливаются краешки, да, где там оно. Не знаю, будет видно. Не очень видно, да. Вот тут вот. И они становятся такими светлыми. Ну, тут ничего с этим поделать нельзя. С другой стороны, это рабочий инструмент. Он и стирается, он, скажем так, мало-помалу приходит в негодность, но оно того стоит. Чем мне нравятся еще лос-корабельские колоды, у них вот этот формат, по-моему, 6 на 12, в общем, 2 к 1. Поначалу, особенно если вы привыкли работать обычными картами, либо какими-то большими тарошными, она не очень удобная. они кажутся какими-то длинными, какими-то узкими. Но это дело привычки. Я, допустим, привык, мне теперь лос-корабельский формат больше нравится. Вот. Качество приемлемое, отличное. Ну, хорошее. Вот. Как-то так. Поэтому я вам советую заказывать в Лос Карабео. Это удобно делать. Добро пожаловать в спонсоры. Это удобно делать, если вы живете в Европе, допустим. В России, наверное, будет удобнее все-таки через... Как называется? Слушайте, вы не помните, как называется магазин, который сотрудничает с Лос Карабео? Я вот не помню, российский какой-то известный ресурс. Вот, если вспомните, напишите в чатик, пожалуйста. А то я вот, честно сказать, не очень помню. Вот, вот там можно заказать оригинальные. Диана пишет, что краешки можно черным маркером скорректировать, визуально будет как новое. Да, что-то как-то я до этого не додумался. Но мне это не особо мешает. Мне проще заказать себе новую колоду, если это уже совсем истрепалось. Ну, Озон есть. Авалон, вот, Авалон. Авалон, вот он работает с Лос Карабео, там у них лицензия, там вот это вот все есть. Да, Авалон, спасибо, что напомнили. Так, давайте еще лайки видео проставим. Спасибо, что напоминаете. Да, лайки, комменты, это очень хорошо. Добрый вечер, добрый вечер. Роман, вы самый крутой. Да ладно, каждому тарологу пишут примерно такой же. Ну, я знаю, что моя манера вам нравится, да, поэтому будем считать, что самый крутой. Хорошо. Я не против быть самым крутым, хотя скромность все-таки, самый красивый, самый умный и самый скромный, да, вот так. Хорошо. Так, ну, в общем, как подписаться на спонсорство, я попытаюсь сделать сам видео, чтобы как-то более внятно это все дело объяснить, от того, что, ну, на самом деле, порой это бывает сложно тем, кто не очень дружит вот с электронными всякими штуками. Вот. Хорошо. Девушки, спасибо, что помогаете. Вот один копию ссылки со страницы скинула. Спасибо большое, что помогаете. Вот. У вас книга есть Юрия Хана или это лекции? Юрий Хан, я не знаю, он писал книги или нет. У него есть канал на Ютубе, если вы туда подпишитесь, передавайте ему привет. Ну, вот. Я не стесняюсь рекламировать, советовать, скажем так, советовать. Это больше похоже на совет того, что как бы рекламой я не занимаюсь. Но вот мне Хан нравится, я его советую, да. Вот. Не видела книгу. Котельниковой. Ну, я по книгам... У меня нет времени читать в последнее время. У меня есть много-много времени работать, и я его использую именно вот на работу. Вот, поэтому с книжками, скажем так, в последнее время очень много книжек, которые дают очень узкий взгляд, такой очень авторский. Монара сама по себе колода авторская, в принципе. Вот. Но когда на эту авторскую колоду кто-то еще криво свой взгляд делает, то порой смотришь и думаешь. Я, допустим, не очень могу смотреть чужие видео по картам от того, что, и не знаю.
У меня бомбит, у меня горит. Я не могу спокойно смотреть на то, как люди где-то не то, не так. Вот. Поэтому я вот сам себе, я в чужой монастырь со своим уставом не лезу. А вам уже, если нравится, то you welcome, что называется. Добрый вечер, Анна Романова. Опоздала, потому как прошу вас еще сказать, как записаться на лекции. Подписывайтесь в спонсоры. Вот, чтобы подписаться в спонсоры, нужно, чтобы у вас был свой аккаунт на YouTube. То есть, ну, это тот же самый. Открываете с гугловским аккаунтом приложение YouTube, да, скачиваете на телефон приложение YouTube, и он вас привяжет в любом случае к вашему Gmail. Там автоматом это делается, по-моему. Спасибо, да, спасибо за донаты, девушки. Это, ну, на самом деле, это моральная поддержка очень серьезная. Пан Роман, скажите, пожалуйста, как понять, кто из изображенных персонажей относится к кверенту? Ну, это такой вопрос, знаете. В принципе, как вы назначите, так и будет работать. Поэтому тут вопрос скорее к тому, как вы делаете расклад. В какой манере вы работаете. Поэтому просто сказать, кто там вот кверент, а кто нет, я расклады делаю так, допустим. У меня с одной стороны человек, о котором речь идет, с другой стороны клиент, который ко мне пришел. Я не очень люблю слово кверент. Кверент. Почему? Потому что в принципе речь идет о клиенте. Элида, добро пожаловать в спонсоры. В принципе, речь идет о кверенте. О клиенте, который к вам пришел. Но гадалки и тарологи вот тут как бы делают вид, что нет, у нас же тут не про деньги речь, вы не клиент. Клиент это тот, кто платит деньги, это что-то низменное, приземленное, а мы же о высоком, о духовном, да, поэтому у нас не клиенты, у нас люди, которые задают вопросы, да. Как это? Ну, как по мне, это все равно, что как в том мультике, да. Мы не бандиты, мы благородные пираты, да. Ну, человек к вам пришел, он платит вам деньги, значит, он клиент. Что там придумать, какое-то новое слово, вот, как это, прикрываться ромашкой, да, ну, елки-палки. Вот, поэтому клиент, с одной стороны у меня человек, о котором речь идет, о котором спрашивают, с другой стороны у меня клиент. Все, как-то так. Оксана, спасибо за 300 рублей большое. Спасибо за поддержку, девушки. Это, ну, на самом деле, это очень приятно. Так, поэтому кто там, где у вас кверент, кто клиент, а кто человек, о котором речь идет, вы сами себе решаете, когда делаете какой-то конкретный расклад, скажем так. Вот. И я хочу видео, как стать спонсором или перейти на платный. Живу на Украине, соответственно, карта гривенная. Как переводить? По-моему, там YouTube, он сам у вас переведет деньги из гривны в рубли. Я не очень знаю, это не ко мне вопрос, это к YouTube, поэтому... Как там YouTube это делает, как он деньги. Опять же, это к банкам вопрос, что у вас за банк, что за карта. Это вот эти все детали, нюансы, которые у всех людей разные, поэтому сказать особо и не могу. Валентина, добро пожаловать в спонсоры. Добро пожаловать. Единственная проблема, я вот знаю точно, есть проблемы... Так, пани Панита, тоже добро пожаловать. Единственная проблема, которая может быть вот в русскоязычном секторе, это как это Приднестровье, это Крым. Почему? Потому как там какие-то терки банковские, вот эта политика, это вот все то, что я терпеть не могу, да. Кто-то пишет, что мы из Севастополя на вас подписаться спонсоры не можем и перевод сделать не можем от того, что как бы YouTube пишет невозможно в вашей стране. Вот. Это политические темы, тут я бессилен, поэтому вот, как-то так. Все пропустил, к сожалению, что дает спонсорство. Доступ к закрытым лекциям. Да, доступ к закрытым лекциям, чтобы YouTube видел, что люди смотивированы, что людям это нужно, и что это какой-то более или менее приличный контент, который вот можно показывать людям, люди за это готовы там хоть чашку кофе отдавать. Вот. На Озон есть. Это вот по колоде, да?
Да-да-да. Ну, я не очень знаю, как у вас там в России, допустим, либо в Украине. Озон, Авалон, это у всех по-разному. Из Европы проще, вот, собственно, у издателя, у Лос Карабео заказать. Я так и делаю, в принципе, заказываю у Лос Карабео. Ну вот, я брала в Амазоне. В Амазоне тоже есть. Да, вот те, кто в Европе, да, они это либо Амазон, либо вот в Польше тут у нас есть такой сайт Allegro. Да, тоже такой, что-то типа Амазона, только польского. Единственное, только мой вам совет. Не заказывайте, бога ради, ничего на этом самом, как его, Алибаба, как там эти. А, Добро пожаловать в спонсоры. Как вот этот сервис? AliExpress. Вот на AliExpress заказывать колоды дело такое себе стрёмное. Понимаете, они там, ну, такого качества, может быть, не очень. Поэтому, ну, если надо дешево, то на этом самом, на AliExpress что-то будет. Но если вы хотите качественно, лучше заказывать либо у Лос Карабео, либо вот на Амазоне, опять же, от Лос Карабео, либо от тех людей, кто ну, имеет лицензию хотя бы, тот же Avalon, да. Вот. Все у вас отлично, каждое видео неоценимо, вам нечего волноваться, от вас все ценно, благодарю вас. Ну, ваши бы слова, да, YouTube в уши, потому как YouTube это такая система, которая работает по своим известным только YouTube там каким-то штукам, поэтому сложно что-то сказать. Вот, «Ведьмино счастье» магазин. Да, слышал я, есть у вас там в России такой «Ведьмино счастье». Ничего там не заказывал, потому как, ну, нам тут в Польше какой смысл заказывать. Видели, вышел еще Оракул Монара. Да ладно. Ну это уже какая-то от себя, ну, хотя надо глянуть. Если это от Лос Карабео, то это, ну, это прикольно, интересно, надо будет глянуть. Екатерина Каликанова. Я под официальным аккаунтом через Google, но нет кнопки. Я не знаю, ну честно говоря, не знаю. Вот где там? Вот если вы заходите под своим Гуглом, да, вот на главный, просто гуглите «Пан Роман Таро». Выходите на это самое, и вот тут эта кнопочка «Спонсировать». Под каждым видео она тоже вроде как должна быть. Я, честно сказать, я проверить не могу. Елена, добро пожаловать в спонсоры. Вот. Давайте, наверное, так переключим. Как у нас это, где это оно тут работает? Вот так вот как-то, да? Вот. Вопросики дальше. Задавайте вопросы, не стесняйтесь. А мне нравятся слегка потрепанные карты, но у меня колод так много, что пока ни одна не достигла кондиции. А я вот меняю регулярно, и как бы ничего, нормально. Они-то стоят, в принципе, не так много, да, чтобы нельзя было их менять. Если это инструмент рабочий, то у вас в любом случае хватит на них денег. Вот. Но в потрепанных колодах есть свой шарм, да, чувствуется, что люди работали им, да. Юлия советует. Украина, изучите VPN. Через эту систему можно оформить подписку, а дальше сидеть как обычно. Юлия, ну это вы знаете, да? Вы-то в этом разбираетесь, наверное, даже лучше, чем я. Поэтому VPN это, конечно, да. Это да. Но вот с Украиной всегда сложно, именно из-за политики. Вот. Из-за политики, там вот это Россия, Украина, я все терпеть не могу. У меня есть свои взгляды на все это дело, но как бы картам Таро они не имеют никакого отношения, поэтому грустно все это. Конечно, работать мешает, скажем так. И мне, и вам, вот видите, тоже как не очень удобно. Качество Avalon Лос Карабео и оригинального Лос Карабео немного отличается, но и цена в 2 раза ниже. Ага, вон оно как. То есть я так понял, что... Я подозреваю, у меня нет точной инфы, но я подозреваю, что Avalon просто печатает в России, или, не знаю, в Китае, как сейчас все делают, да, вот эти колоды... Solar Soul. Здравствуйте. Добро пожаловать в спонсоры. Я подозреваю, что Avalon либо в России печатает, либо в Китае.
Почему качество похуже? Потому что хорошее качество всегда стоит денег, а в России все-таки, к сожалению, доход у людей пониже, чем в Европе. Мне вот, допустим, я не помню, сколько стоит Монара у Ло Скарабео, да, поэтому, ну, я уже давно не брал, хотя можно сейчас загуглить, да, давайте загуглим, сколько стоит. Вы загуглите, пожалуйста, себе, сколько стоит у вас этот самый в Авалоне. Я уже в Авалон не полезу, я полезу в Ло Скарабео. Ага, вот сайтик у них есть. Вам уже особо показывать не буду. Вот. И поищем Монара, да, у Ло Скарабео. Опа. Монара есть. О, Оракул. Слушайте, Оракул от Давайте я вам выведу на экран, это интересно, да? Смотрите, на самом деле, Оракул от Монары это у нас от Ло Скарабео. Хорошо. А вот Таро Монары 22 евро. Недорого. Это официальный сайт Ло Скарабео. Поэтому смотрите сами. А вот что за оракул такой? Интересно, интересно, интересно. Надо посмотреть. Мне что-то аж интересно стало. Я с оракулами так себе. Вот, но Монару люблю. Ладно, будем посмотреть. Игровые карты еще есть, Монары. Да, там вообще 6 евро. Вот, ну, игровые карты, я думаю, уже мало кому будут интересны. Игровые. Хотя есть люди, которые гадают с помощью карт игровых, да, поэтому может кому-то будет интересно. А вот Оракул, ну, посмотрим. Я даже, наверное, куплю и сделаю обзор. Слушайте, прикольно. Оно того стоит, наверное. Интересно. Хорошо, это не реклама. Если что, да, я никаких этих. Так вообще, вот смотрите. У Ло Скарабео 22 евро Монара стоит. Это не супер деньги какие-то. Я не знаю, сколько это в рублях. Но вот у меня вебинар стоит 25 евро, да, а колода 22. Никаких проблем не вижу. Правда, их нет в наличии, я так понимаю, наверное, потому что быстро раскупают. Но на Амазоне том же самом, наверное. Слушайте, а почему вот нет в самом деле их в доступе? Интересно. Авалон это русское издательство, так что да, 1000-1300. Ну да, это в два раза дешевле. Маргот, добро пожаловать в спонсоры канала. Хорошо, хорошо, выяснили по ценам. Да, у вас в России все дешевле. Как бы. Но вот говорят, качество вроде похуже. Не знаю, меня качество устраивает от Ло Скарабео. Правда, коробочки нет. Интересная штука, еще я вам скажу, да. Не помню, где-то я загуглил, по-моему, пару дней назад. Или сегодня, уже не помню. Сегодня видел одну видюшку. Кто там чего про Монару рассказывает. Во-первых, что я вам скажу. Очень мало просмотров под Монарой. По всем видео очень мало. Буквально пару видео есть с большим количеством просмотров. И все они, как правило, более чем полугодичной давности. Потому что вот где-то с полгода назад, в прошлом году, и вступили в силу новые правила YouTube, да, и, соответственно, эти видео перестали подниматься наверх, да. Поэтому вот такие нюансы, такие вот эти заморочки с этим спонсорством и прочим. Ну, посмотрим, как оно будет работать. Я надеюсь, будет работать. Вот. Что интересно. Там один автор, уже не помню кто, и не буду говорить, активно советует использовать бланку, да, то есть белую карту. Якобы, если она выпадает, то значит стоп. Нельзя дальше смотреть. Клиенту больше ничего знать не надо. На этом нужно прекращать гадание, прощаться с клиентом. Пусть он приходит в следующий раз. Смотрите, как удобно получается, да? Ой, я дальше ничего вам говорить не могу. Приходите в следующий раз, через неделю. Как бы мы посмотрим еще раз. То есть, ну, получается так, что покупайте наших слонов, да? Вместо того, чтобы за одну консультацию человеку прояснить ситуацию, вы растягиваете эту консультацию на две. Не очень такое.
про бланки, про белые карты я уже рассказывал, что бланки это две карты, которые кладутся в колоду в рекламных целях. На них нарисуются данные издательства и какая-то рекламная, какой-то рекламный текст, что-то еще такое. Почему? Потому что стандартный полиграфический лист вмещает 80 карт Таро. Соответственно, карт Таро всего 78. Две какие-то лишние. Ну что, выбрасывать что ли? Вот их и используют для этого самого, для рекламы, просто, ну вот, чтобы было. А люди решили, ну раз есть в карте, значит нужно. Вот. И придумали какую-то ерунду с этой бланкой, с этой белой картой. Вот. Раньше никаких бланок не было, понимаете? Дмитрий Александрович Борисов, добро пожаловать в спонсоры канала. Так что вот бланка это все фигня. Бланка это все фигня. Ответственно вам заявляю. Так, по качеству. Ну, по качеству Лос Карабео и Авалон я сравнить никак не могу. 27 евро на Амазоне. Ну, вот. Во, смотрите, девушки пишут, Людмила Коваленко, я подключила VPN и кнопка появилась. О как, буду знать. Вот буду всем советовать. Хорошо. Стоит ли учитывать в Монаре астрологические соответствия, спрашивает Ксения, или не стоит на них обращать внимание? Конечно, стоит. Во-первых, я это в начале лекции пояснил. А во-вторых, они специально созданы так, чтобы их учитывать. Поэтому это то, что делает... Это, знаете, это как все равно, что вы спрашиваете, ну вот смотрите, вот руль в автомобиле, да, я кручу левой рукой. Вот, а правой рукой я переключаю коробку передач. Можно ли мне крутить руль двумя руками? Или нужно только левой рукой? А правую всегда держать на... Ну, конечно, можно, так удобнее гораздо, понимаете? У вас так, больше возможностей, скажем так. Вот, поэтому, да, астрологию в Монаре, особенно в Монаре, использовать стоит. Обязательно даже, можно сказать. Лекции по Монаре будут выходить по вторникам и четвергам, как всегда. Ну, смотрите, понедельник, среда, пятница у меня заняты под онлайн-лекции мои, да, под групповые лекции. Поэтому, да, вторник, четверг, и я буду что-то думать еще по поводу выходных. Что именно по выходным, не знаю. По выходным еще будем думать. Но вторник, четверг, да, вероятнее всего, либо вторник, либо четверг, либо и вторник, и четверг. Мудрый Таро только что стал спонсором канала. Хорошо звучит, да? Мудрый Таро стал спонсором канала. Добро пожаловать. Вот. На Али попадаются отличного качества колоды, не все, но бывает. Вот в том-то и проблема, что фотографии у них у всех одинаковые, цены разные, качество разное, и цена от качества может порой не зависеть. В общем, можно сказать, что AliExpress это такая, знаете, рулетка. Либо повезет, либо нет. Поэтому лучше заказывать все-таки оригинальную колоду. На AliExpress, если очень тщательно поискать, можно приобрести качественную колоду, но с большим трудом. Ну вот, с трудом это да. И они медленно идут, опять же. По Европе там доставка максимум неделя. Да, а вот с Али в ту же самую Европу, допустим, к нам в Польшу идет пару месяцев, и то, как бы в лучшем случае. Так. Ну скажите, как проспонсировать? Говорил уже. Правда, нет кнопки. Ну вот VPN как-то там можно. Вот. Тут все зависит от того, что с Украиной там вот эти замуты. Уже об этом говорили. На Wildberries оригиналы скоробеевских колод, а я вообще на Юле и Авито нашла у человека нулевую Монару в упаковке, купила в 2 раза дешевле. Повезло. Но вот опять же, а вдруг вы купите не Лос Карабеевскую, а вот русскоязычную, они говорят хуже качеством. А можно вам напрямую перевести деньги, и вы подключите к платным лекциям, или это невозможно? Наверное, нет. Наверное, вот я там как-то выбрать вам эту вряд ли смогу. Вот. Соглашусь относительно качества колод Авалон Скарабео. Ну вот. Или, возможно, на телефоне, говорят, нужно YouTube приложение обновить, и появится кнопка.
Обновите YouTube приложение, значит. Вот, видите, тут, как это, вместе мы сила, да? Вместе мы выясним, что и как там оно работает или нет. 22 евро Монара стоит. Да-да-да, вот мы это уже выяснили. Стоит ли учитывать в Монаре А так, это я читал. Амазоне 27 евро. Так. Wildberries в Крыму. Заказывала через него хорошие карты. Монара сейчас можно купить от 1200 до 3000. Вот Wildberries, смотрите, там какие-то замуты с Wildberries опять же в России начинаются. Я вот новости смотрю, где там мелькали новости, что как-то их тоже там санкции, не санкции, это вот все. В общем, эта дурацкая политика влезает в такие сферы жизни, в которые как бы, ну вот она совсем ни к чему. Сегодня смотрел обзор Монары Оракул, там прям астрология. Круто, круто. Надо глянуть. Слушайте, вы меня заинтриговали. Я сегодня же закажу у Лос Карабео Оракул. Пусть будет. Пусть будет. Вот я, как любой нормальный мужчина, уважаю обнаженных женщин, поэтому вот такую колоду я у себя в коллекции иметь буду с удовольствием. В Ведьмином счастье. Монар 830 рублей. Шлют по всей России. Ну что-то уже как-то совсем дешево. У меня карманный вариант. Карманный вариант, смотрите, он хорош для путешествий, да, если мало места. И он хорош для каких-то таких маленьких столиков в кафешке, допустим, да. Вы же не будете делать расклад картами Таро такими пух-пух в кафе, да, чтобы все ходят там, смотрят на вас не очень. А так где-нибудь раз, так маленькими картами удобно, в принципе. Как часто будут выходить эфиры по Монарии? Каждую неделю. Но я думаю, что, смотрите, эфиры, вероятно, будут раз в неделю, а вот видео, вероятно, я буду выкладывать 2 раза в неделю, если получится. Потому как, смотрите, по Монаре значения, в принципе, такие, как это сказать, не особо широкие. Тематика узкая, скажем так. Поэтому их и объяснять-то не шибко долго нужно. Поэтому вполне вероятно, что за один эфир мы будем проходить 2 карты. Легко. Только что выкладывать я их буду раздельно, 2 раза в неделю, наверное. Ну, я так планирую. Как оно будет на самом деле работать, я пока еще вам сказать никак не могу. От того, что планы планами, но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Поэтому будем смотреть. Вторник, четверг, в любом случае, я буду стараться что-то делать. Спонсорство нам что-то дает? Да, спонсорство — это доступ к лекциям по Монаре. Весь контент по Монаре спонсорский, потому что это, ну, так будет проще по YouTube, чтобы не просесть каналу. Так, вот тут пишут, я очень люблю Монару и расклады на ней. Я тоже люблю Монару. Вот. Я прям очень люблю эту колоду, она мне очень нравится. Не так часто работаю, как хотелось бы. Ну, может, это из-за того, что я мужчина, да, женщины все-таки вот именно с какими-то такими более интимными вопросами, наверное, проще обращаются к женщинам. Хотя логично было бы, наоборот, спрашивать у мужчины. Разве нет? Мужчина-то, ну, он с мужской точки зрения может все это дело прояснить. Италия оригинальная на Wildberries 2600. Ну, вот видите, нормально. Так, тут все ценами делятся. Так, у меня тоже такая, но она говорящая очень. Сразу выдала мою энергетику, еще не врала мне. Ну, смотрите, вы по-женски так все это очень характеризуете. Колода врет. Не колода врет, это скорее человек либо верно интерпретирует, либо, как это вот принято сейчас говорить, не в ресурсе, да, сегодня, поэтому кажется, что врет колода. Колода, она просто вам показывает, что есть, а вы уже интерпретируете. Вот. Как запасные можно. Ну, может быть, да. Белую использовал, это вот по бланке, да, белая карта бланка. Белую использовал, но потом тоже как-то странно обламывать клиента и себя странно убрал, и теперь не работаю с ними. Вот. То есть, ну, человек к вам пришел, нужно смотреть ситуацию, а у вас раз первая же карта бланка. Такое себе. Сейчас болталка, я так поняла, я впервые в эфире. Ну да, вот сейчас, то есть, собственно, информационную часть я вам выдал, да, что и как. А дальше вот мы общаемся с вами от того, что всегда есть какие-то вопросы. Всегда есть какие-то вопросы.
Роман, скажите, пожалуйста, когда будет набор на курс Таро Уэйта? На следующей неделе. У меня там 75 человек есть в листе ожидания. Вот этот лист ожидания я буду обзванивать на следующей неделе. Вот, а потом выдам, собственно, в эфир YouTube оповещение о том, что собираем группу, что и как, и уже будем... Не знаю, как из 75 человек выбрать 14, как-то будем кубик бросать или что, не знаю, монетку. Стоит ли изучать Монару, если с Уэйтом пока не очень дружу? Смотрите, во-первых, тема узкая. Вам, может быть, сложно будет понять, почему именно такое значение. Но значение усвоить вполне будет можно. Чем выгодно отличается Монара от Уэйта? Тем, что Уэйт он универсальный, поэтому его сложно понять. А вот Монара, она узконаправленная. И там, ну, гораздо проще. Там, понял какие-то значения, понял почему. И все, нормально, поехал. То есть, на самом деле, Монара гораздо проще, чем Уэйт. Ну вот. Так что нужно сделать, чтобы кнопка спонсорства появилась. Я подписан на колокольчик, премиум аккаунт YouTube, я в логине. Обновите приложение. Говорят, еще нужно приложение обновить, не знаю. Но если вы в Украине, либо в Крыму, либо в Приднестровье, там могут быть проблемы. Потому как не все страны Гуглом признаются. Там, ну, вот эти вот банковские эти замуты с политикой уже 8 раз сегодня говорили. Будет ли обзор какой-нибудь черной колоды? Есть одна интересная колода, которую я даже чуть грешным делом чуть не приобрел. Да, представляете, хотя я, ну вот у меня всего-то 2 колоды, Монара и Уэйт. Ну, клон Уэйта. Вот. Но прям была одна темная колода. Я не очень люблю темные колоды, они однобокие очень. Ну вот. А я человек достаточно позитивный, оптимист. Светлана, добро пожаловать в спонсоры. Я, можно сказать, оптимист и позитивный человек. Так, ну, стараюсь быть позитивным человеком. Хочется очень. Вот. Поэтому темные колоды, ну, для меня скучновато. Они могут быть очень красивыми, могут быть очень интересными, если тонко отображают суть. Но я пытаюсь увидеть, что человек, как человеку помочь, а не как побольнее тыкнуть ему в слабое место. Хотя я очень часто работаю в стиле скорпионием таком, да. У меня асцендент в Скорпионе, поэтому я вот в первую очередь человеку указываю на то, что он делает не так, на ошибки. Вот ошибки я не очень люблю. Вот. Поэтому по черной колоде что-то будет. Вообще надо делать и обзоры по колодам. Тема такая интересная. Может быть, вам мой взгляд зайдет, не знаю. У меня, смотрите, Надя Белкина, добро пожаловать в спонсоры. У меня взгляд к другим колодам, кроме Уэйта и кроме Монары, очень такой придирчивый. Поэтому плюсы плюсами, но минусы я обходить при обзоре колод не буду и буду прям в минусы тыкать. Вот. Поэтому я не знаю, как вам зайдут мои обзоры карт. Надо будет глянуть. Надо будет глянуть. Так, окей, что у нас там дальше? Так, девушки, по VPN и по приложению. Вот Юлия спасает меня. Юлия, я не знаю, что бы я делал без вас, без вашей помощи. Надо вас делать модератором вообще этого самого канала, да, и тут будете всеми рулить, управлять всеми. Зимний набор Таро Уэйта уже набран. На следующей неделе будем на следующей неделе. Так, у меня белая карта очень хорошо обыгралась. Когда меня решили проверить и спросили про отношения с родителями, мне выпала умеренность и белая карта. В итоге меня проверяли, родители были мертвы. Знаете, что я вам скажу? Эти вот проверялки, да, такая тема, которая стрёмная очень. Почему? Потому что колода будет работать хорошо, Таро будет хорошо работать, если человек вам доверяет. Когда он пытается вас проверить, там, скорее всего, ничего хорошего не будет. Поэтому такое себе. Ну, опять же, у каждого свое отношение к бланкам, к этим белым картам, поэтому мне не очень. Я стараюсь решить проблему, а не отпихиваться этой белой картой от людей.
На сайте Лос Карабео есть новый Оракул Монары, я только что купил. С доставкой в Амстердам 26 евро. Он 15 евро стоит, ничего себе. А хотя 10 евро доставка нормальная. Это только игральная колода пока недоступна. Недоступна игральная колода, мы вот сейчас смотрели. И Монара тоже, кстати, почему-то у них там кончились или что. Поменяйте в аккаунте страну, YouTube будет видеть по-другому, функции будут доступны. О как! Тоже, видите, сколько нюансов. Младшие арканы Монары тоже соответствуют развитию ситуации, как Таро. Да. Ну, об этом мы будем более подробно уже, собственно, на лекциях. Роман, подскажите, где можно ознакомиться с информацией по вашему курсу Таро? Его еще нет, этого курса Таро. Его еще нет. Мы его только-только вот начинаем формировать. Как только что-то наладится, да, я сообщу. Вот. Вот люди пишут, что с телефона оформили спонсорство, не выходя с этого эфира дальше. Даже все окей. Натали Берм, добро пожаловать в спонсоры. Так, добрый вечер. Лекции по Монаре в какие дни будут выходить? Вторник, четверг. Вероятнее всего, вторник, четверг. В воскресенье еще что-то, может быть, я тоже буду выпускать, но пока не знаю что. Запись на практический курс по Монаре. Январь месяц. Что-то будем думать в январе месяце по Монаре. Так. VPN. У вас тема только по Монаре и курсы они или о других картах? Курс у меня по Уэйту. Большой курс на 40 лекций, 80 часов. Но там практика. Ну вот. Основой для этой практики у нас вот все те лекции, которые есть на YouTube в открытом доступе. Основа курса для Монары будут теоретические лекции в YouTube, доступные по спонсорству. Ну и практика будет отдельно уже в группах тем, кому это нужно. Вот. Пан Роман, можете ли вы создать для коллекционеров бумажек электронный сертификат о прослушивании теории по Монаре? Да, конечно, могу. Сделаем. Почему нет? Если вам нравятся бумажки, пожалуйста. Главное, это, конечно, в голове, а не в бумажках. Но если надо, сделаем. Сколько спонсорства стоит? Это вход на лекции Монары. Вот это 100 рублей в месяц, о чем вы говорили недавно, или что-то другое. Я перевязал, знаете, как, чтобы это... Ну, чашка кофе. Чашка кофе в кофейне, мне сказали, 250 рублей в Москве стоит чашка кофе примерно, приличного кофе. Ну, вот, это минимум. Если хотите шикануть, можно 500 рублей. Но не обязательно. Смотрела чей-то обзор по... Ой, где это? Смотрела чей-то обзор по Монаре, слишком все печально по описанию. Прям каждую карту в негатив, это ведь неправильно. Юлия Ф. Добро пожаловать в спонсоры. Ну, смотрите. Если у них там все печально, то у них в отношениях с мужчинами все грустно. Я так думаю. Монара показывает отношения мужчины с женщиной. Причем со стороны женщины в основном. Монара это такой больше женский взгляд на отношения. Вот. И если у автора трактовки все печально, все плохо, ну, это как наводит на определенные мысли. Это если вы берете просто Уэйта, и по каждой карте у человека по Уэйту все печально, все грустно, значит у него в жизни все плохо. Уровень угостить кофе, это что? Ну, это 250 рублей, да. Вход на лекции Монары, да. И для эфира сегодня спонсорство. Ну, нет, сегодняшний эфир он так. Вот. А дальше вот Монара будет по этим самым, по спонсорству. Вход на лекции Монара. Да, верно. Надеюсь увидеть Некрономикон и Темный замок. Ну, Юлия, вот вы как нормальная дева, вам нравится такое все. Такое, что по эмоциям прям било серьезно, так мощно. Ну, посмотрим. У меня есть планы, далеко идущие вперед, но когда я их осуществлю, пока не знаю. Колоды. Рассматривать колоды не очень для меня характерно, но тем не менее люди прям просят. Поэтому, ну, наверное, что-то будем делать. Мультяшный темный особняк. Вам как? Будете ли делать обзор? А что за темный особняк? Это Таро, да?
Таро. Давайте загуглим. Интересно. Таро, темный особняк, галерея. Dark Mansion. Ага. Ну давайте выведем на экран, чтобы всем было интересно. Темный особняк. Заодно сайтик прорекламируем. Чей это сайтик, не знаю. Чей-то сайтик, в общем. Заходите, покупайте, если надо. Что-то не очень хочет показывать. Хорошо. Ну, в общем, да, они такие мультяшные. Как это увеличить? Мультяшные очень. Смешные. Ну, такое себе. Как вам сказать? Карты Таро — это мистика, загадочность, таинственность. Да? А когда они мультяшные, оно мило, трогательно, да? Для коллекции, может быть, эти карты хорошо. Анна, добро пожаловать в спонсоры. Но, честно говоря, ну, смотрите, по приколу видео сделать я могу разобрать колоду, но... Алена, добро пожаловать в спонсор. У меня уже язык стирается. Слушайте, столько желающих, я думал, человек 10 будет. Ну что, значит, на лекциях будет интересно. Хорошо, хорошо. На лекциях, значит, будет много народу. Интересно, будет кому на вопросы отвечать. Многие говорят, у Монары мужская энергия. Колода жесткая, прямолинейная, более огненная, что ли. Совершенно верно. Сейчас я скажу об этом. Для тех, кто любит более мягкое, но в той же тематике, есть, например, эротическое Таро. Не знаю, Монара, может быть, мне поэтому и заходит, что она мужская такая чуть-чуть, да? Смотрите. Дело в том, что... Ага, секундочку. Ольга Симарова, да? Я прошу прощения, девушки, если я неверно читаю ваши фамилии, от того, что, ну, фамилии это сложная вообще тема, да? Тем более, если они там как-то... по-разному пишутся. Мари, добро пожаловать в спонсоры. Смотрите, если у вас рядом с вашим именем в чатике стоит чашечка кофе, видите, вот это белое с синеньким, да, значит вы спонсор. Все, вот уже можете видеть, что раз у вас есть чашка кофе, значит вы с чашкой кофе. Монара мужская колода. Ну, скажем так, она отображает, как мужчины видят реакцию женщины. Колода показывает реакцию женщины, но с мужской точки зрения. Почему? Потому как Монара очень часто показывает, как женщине надо себя вести, либо как женщина себя ведет, то есть какие-то активные действия женские. А активность у нас это мужская тематика. Поэтому да, почему эта колода так хороша, там совмещены эмоции водные, женские, с огненной активностью, мужской такой. Поэтому, когда женщина ведет себя в каких-то интимных темах активно, вот и ощущается мужская эта энергетика, которая есть у каждой женщины. Кстати, как у мужчины есть энергетика женская, там чуть-чуть где-то, да, вот те самые анима, анимус, как у фрейдистов, у юнгианцев. Вот. Поэтому да, Монара, она жесткая колода, но она очень такая, очень деятельная. Очень деятельная. По Монаре хорошо смотреть, что надо делать, а не как ждать у моря погоды. Темный особняк. Ну, по темному особняку сказали. В значке доллар там два варианта: суперчат и суперсообщение. Но это просто можно, как бы. Это не обязательно. Суперчат и суперсообщение можно, но как хотите. Идея с обзором колод и тем более их минусов очень классная. Минусов? Ну вот давайте по минусам, наверное, и попробуем чем-нибудь. Что-нибудь запилить, да? Окей, хорошо. Наташа, добро пожаловать в спонсоры. Слушайте, много народу так собралось уже спонсоров. Удивительно. Для меня, на самом деле, удивительно. Темный особняк, кстати, ни разу не темная, а очень веселая и приятная. Безумная луна гораздо-гораздо. Deviant Moon, да, вы имеете в виду? Deviant — это не то, что безумная, это скорее такая неправильная, извращенная, как это, необычная. Там такой более глубокий перевод. Черный гримуар, хорошая говорящая колода. Ну, я с темными колодами, ну, разве что для этих самых, для обзоров, может быть.
Очень понравилась «Темный особняк». Она даже совсем мрачной ситуации как-то легко преподносит. Сказочная колода. Катрин, ну, смотрите. Для обзоров и для коллекции колода ок. Я согласен. Но для работы там все-таки нужно серьезнее что-то. Ну, мне так кажется, серьезнее все-таки нужно. Подружкам что-то веселое смотреть, такой колодой вполне можно. А вот серьезные вопросы решать, наверное, нужно серьезными колодами. Я так считаю. Любимая колода пана Романа Арнуво. Продается у нас в Украине в интернет-магазине Пентаграм. Она от Лос Карабео 800 гривен. Там же и оригинал Монара есть 600 гривен. Я в гривнях не очень разбираюсь, сколько это в рублях, в евро, в долларах. Вот. Да. Видео по Монаре будет доступно по ссылке. Будет доступно для спонсора. То есть, если вы оформили спонсорство, заходите просто на канал и будете видеть. Как это будет, я пока сказать толком не могу. Но как-то будет. Устроим, не волнуйтесь. Как вам Twisted Tarot? Twisted Tarot не знаю, что такое. Давайте загуглим. Так. Таро. Есть Twisted Tales Таро. Колода есть? Ну, в смысле это. Счет галереи не вижу. Страница не найдена. Страница не найдена. Сейчас я поищу, если найду. Таро закрученных историй. Основная колода. А вот ВКонтактике есть. Давайте я вам выведу на экран. Такая колода. На любителя. Очень на любителя. Я так думаю, слишком она яркая, как для меня. Но для молодежи пойдет. Королева Пентаклей. Интересно сделано, скажем так. Интересно сделано, но очень уж своеобразная, скажем так. Очень уж оригинальная. Сложно будет с ней работать. Ну, как... Если профессионально работать, то, конечно, нужно чем-то более таким серьезным. Так, хочу стать спонсором. Девушки, ну, надо, наверное, будет мне записывать видео отдельное, как стать спонсором. В Украине кнопка спонсорства не работает. Смотрите, Ирина, тут советуют, что можно в самом YouTube, да, в приложении поменять страну где-то в настройках канала своего. Поменять страну. Тогда, может, YouTube будет работать. Но не обещаю, не знаю. С Украиной, девушки, ну, я при всем желании, как бы, политику переделать никак не могу, ни российскую, ни украинскую вообще с политикой дело иметь не люблю. Поэтому Таро Казановы не знаком. Знаком, мне не нравится. Какая-то не очень колода. Казанова такое себе. Вот. Если отправить суперстикер, я не стану спонсором. Нет. Через App Store не получается. Девушки, вот про App Store я не знаю, что и как. Скачайте себе YouTube, приложение YouTube, да, в App Store. И как-то там, наверное, будет можно это сделать. Привет из Украины, хочу быть спонсором канала, буду искать возможность. Буду рад видеть вас на канале в любом случае. Что спонсорство, что нет, в любом случае. Так. Танцы с бубном танцую, никак спонсор попасть не могу. Девушки, ну я при всем желании, это вот самое лучшее, что я смог придумать. Просто для того, чтобы хоть как-то делать эти эфиры и не рисковать каналом. От того, что канал вроде растет потихонечку, чуть-чуть. 7 тысяч это на самом деле очень-очень мало. Там есть люди, у них по 100 и по 200 тысяч народу. Но они занимаются в основном, ну как сказать, не Таро занимаются, а Ютубом. Вот, а я занимаюсь Таро, поэтому, ну, хоть как-то вот сохранить канал. Вот. Девиантную луну перевели на русский как безумная луна, поэтому так и назвала. Ну да. Ну, вообще, как по мне, Deviant Moon, он как...
Ну, это, опять же, если вы дружите с английским, тогда ок. А если нет, то, ну, приходится переводить. Что ж поделать. В техподдержке пишут, что для iOS недоступно спонсорство по предоплате. Ну, вот тут я тоже бессилен. После подключения VPN кнопка появилась, но украинскую карту не привязывает. Тут я тоже. Ну, опять же, политика. Что же я сделаю? Роман, не знаю, что придумали, но я оплатил, и я в теле. Анжелика, добро пожаловать. Сюжет фильма ужасов. Там есть двойные карты. Ну, двойные карты такое себе тоже. Верховная жрица в Монаре напоминает иллюстрацию к фильму Бенедетта. Не видел я такого фильма. Вот. Так. В общем, девушки, ну, советуйте там друг дружке, у кого как получилось от того, что, ну, я всем... Что мог сказать, что знал, то... Вот, как-то так. И у меня на айфоне нет. Как-то так. Никак не сделать даже чип приложение, если у вас iOS. Печально. Ну, тут я тоже бессилен. Таро Декамерон. Декамерон... Извините, мне кажется, что Декамерон это прям такая порнуха. То есть колода создана чисто ради продажи. Ну, мне так кажется. Я, конечно, могу ошибаться. Простите, если кто-то очень любит эту колоду, но она как-то слишком уж там... Слишком много секса, слишком мало смысла. Вот. А вот в Монаре там как раз наоборот больше смысла. Там люди делали сознанием дело. Вот, как-то так. Когда первая лекция по Монаре, чтобы все могли потанцевать с бубном? На следующей неделе будем как-то пробовать что-то делать. На следующей неделе. Вот. Главный вопрос вебинара, как стать спонсором. Да. Ну, что поделать. Техника. Чтобы YouTube так не заморачивался с контентом, я бы тоже не стал заморачиваться. А так я и так очень рискую вот с этой тематикой. Ну, посмотрим. Рискнем, да. Кто не рискует, тот не рискует. Как насчет колоды Таро of Sexual Magic? Не знаю, я пока с ней мало знаком. Вернее, не знаком вообще. Таро сексуальной магии, вау. Сейчас посмотрим, что за оно. И как-то так ставить. Так, сейчас посмотрим, что за такое Таро. Галерея. А по-русски она называется Таро Магия Наслаждений. Аж вот так вот. Ну... Ну, это клоун Уэйта, только, скажем так, с сиськами, грубо говоря. То есть я даже выводить не буду там особо такого... Проще понять по этим самым, по младшим арканам. Вот. Ну, такое, да. Можно сказать, что мне не очень нравится. Но я вообще очень придирчивый человек. В плане каких-то новых колод. Так, атмосфера вопроса. Тогда, если я завтра разберусь, из компа спонсорства оформлю, попаду на курс или только сегодня? Не, можно. В любой момент. Смотрите, девушки, в любой момент, в любой день можно будет оформить это спонсорство, и вам будут доступны все ролики по Монаре. Роман, расскажите, пожалуйста, хотя бы про одну карту из колоды Монара на ваш выбор. Так, ну давайте. Попробуем. Почему бы нет? Допустим, вот меня всегда прикалывала, знаете, какая колода? Извините за мой сленг. Ой, вернее, не колода, а карта. Двойка воды. Потому что тут непонятно, что происходит. Да? Мужчина держит девушку, да, и что он делает? Он ее топит, он ее спасает. Что он ее за горло держит, что он на руку тянет, да, в воде, чего они в воде, непонятно, короче, да, вот. Что мы видим по
Астрология. Во-первых, что мы помним по двойке кубков, да, по классической колоде, по Уэйту. Двойка кубков это первая симпатия, скажем так, когда вы влюбляетесь, когда вы чувствуете энергию человека и отзываетесь на эту энергию. Вы как бы чувствуете не резонанс еще, а совпадение, да, волны эмоциональной этой. И вот если смотреть женской точки зрения, женщины влюбляются активнее, чем мужчины. То есть они легче падают в эту воду. Им гораздо проще в ней утонуть и захлебнуться. Вот об этом говорит Венера в Раке. Венера это что-то чувственное, физическое, скорее даже телесное. Рак это очень глубокие, активные эмоции. Вода такая, да, импульсивные, быстрые эмоции. Это эмоции, которые вас захлестывают вплоть до того, что начинает реагировать тело. И по двойке воды вы теряете контроль над происходящим и захлебываетесь в этих эмоциях, понимаете? Вот. А вот ваша разумная часть, ваше сознание, разум, как бы женское это эмоции, да, и чувства, а мужское это разум и какие-то действия, да, логика какая-то скорее, логика, ближе к логике, да. Вот они не позволяют вам утонуть, как бы вытаскивают вас на поверхность, дают вам глотнуть этого воздуха, которого вам не хватает в эмоциях, понимаете? Вот это то, что есть двойка кубков по Монаре. Ну, двойка воды, да? Вот. Вот, пожалуйста. Вот так примерно и нужно пояснять, что происходит в каждой карте. А не вот эти вот истории, которые люди там сами себе придумывают, что он ее схватил, воду затащил, как бы, как это... В землю закопал, надпись написал, да? То есть, ну, нужно понимать, о чем там вообще речь. Вот такие дела, пироги. Роман, а информацию по эфирам Монары можно будет увидеть в телеграм-канале или только через YouTube? Нет, там дело в том, что вот Ютубу нужно именно спонсорство. С телеграма обойти спонсорство никак не выйдет. Вот. Роман, вы можете добавить в настройках спонсорства Украину? Нет, точно никак не могу. Это как бы это выше моих сил. Вы что? Это политика, это YouTube, а не я. Я тут ни при чем. Вы что? Будь моя воля, я всем бы рассказывал бы без всякого спонсорства. Как протестировать, есть ли способности к Таро, стоит ли учиться? Берете колоду, и если вам нравится, интересно, если оно у вас хоть как-то что-то попадает, да, начинаете хотя бы с карты дня. Вот. И если получается что-то, если вы видите вот эти ощущения, значит, оно того стоит, значит, стоит учиться. Ну вот, уже чтобы достичь в этом там каких-то запредельных высот и мастерства, ну, какое-то, скажем так, какие-то способности врожденные там, конечно, могут пригодиться очень сильно, скажем так. Роман, что скажете про Таро языческих иномиров от UC? Как оно вам? Не знаю, не знаю. Так, Инна, добро пожаловать пожаловать в спонсоры. Как там Таро языческих иномиров? Что-то как-то название уже такое наводит на подозрение. Сейчас я загуглю сначала, что это. Потому что мало ли, вдруг там очень страшное колдунство такое, что даже лучше и не смотреть. Да что уж такое. Вот эти. Так. Сейчас посмотрим. Языческих... альбом Pagan Overworld Tarot. Ну, сейчас посмотрим. Есть там галерея, нету. Ну, это скорее... Смотрите, давайте я вам покажу языческих миров. Да, это скорее такое, ну, как вам сказать, скорее красивая колода. Она такая стилизована под эти самые, под старину. Ручные там рукопис. Но ну, она красивая, надо сказать. Она красивая.
Слушайте, красиво. Да, это мне нравится. Это мне нравится, только как с ней работать, сложно сказать. Прямо красиво. Ну и смотрите, младшие арканы, там есть какая-то тематика, но я думаю, что она... Изучить надо. Ну вот это можно изучить. Это можно глянуть, что и как. Это было бы интересно. Было бы интересно. Добро пожаловать в спонсор, девушки. Добро пожаловать. Девушки, мужчины, неважно кто. Так. Так, хорошо. Что у нас по времени? Ой, слушайте, мы уже с вами больше, чем 1,5 часа сидим. Я думал сегодня так полчасика выйти в эфир. По двойке воды, мне кажется, есть выбор то ли утопить, то ли спасти. Но вот это если не обращать внимание на астрологию. А вот если обращать внимание на астрологические подсказки, тогда становится понятно, что это опасная ситуация, в которой можно захлебнуться эмоциями. И для того, чтобы этого не было, нужно как бы думать головой. Вот. А крепость на карте двойки воды сзади и луна что значит? Ну, какую-то опасность, скорее всего. То есть, ну, смотрите, дальше вы уже, если вы поняли основную суть карты, дальше уже это оттенки идут. Значения, да, это уже можно что-то свое привязывать. Отдельно уже по каждой карте мы с вами будем на эфирах говорить. Вот. Я имел в виду узнать информацию об эфире, когда выйдет, а не посмотреть эфир в Телеграм. Да-да-да, в Телеграме я в любом случае вешаю все вот, как это, превью, да, что мы там будем, вот, время, чтобы все знали. Потому что, смотрите, YouTube не всегда высылает эти оповещения, поэтому я и говорю, что подписывайтесь на Telegram, там я хотя бы сам вручную это делаю. Роман, с Монарой работаете с перевернутыми картами или только с прямыми? Только с прямыми. Потому как с перевернутыми в этом случае все будет усложняться очень сильно. А дело в том, что в Монаре есть как бы как положительные, так и отрицательные карты получается. Да? И тут уже надо как-то соображать. То есть она вроде бы и полегче колода, с другой стороны, но соображать надо все равно. Поэтому лучше работать прямыми. С перевернутыми вы запутаетесь очень быстро. С Монарой, а она такая, ее сначала расшифровать надо, Монару, да? А потом еще переворачивать. Пока вы это делаете, интуиция уходит. Поэтому лучше в этом случае интуиция. Просто языческое Таро. Она супер. Ну, про языческое Таро слышал, да, там симпатичная колода. По 2 карты в неделю это 9 месяцев Монару будем смотреть, да? Нет, я придумаю что-то побыстрее, что-то придумаю, скорее всего. С другой стороны, 9 месяцев для изучения колоды, это, как вам сказать, это такая скорость еще очень приличная. Потому как карты Таро это тема, которую как бы с кондачка не решишь. Вот, и... На Бусти можно будет покупать видео по мере их выхода. На Бусти я, наверное, буду, как вам сказать, на Бусти я буду выкладывать такими блоками. Екатерина, добро пожаловать в спонсоры. На Бусти я буду выкладывать блоками, скорее всего, там по, допустим, по 7 старших арканов, да, по каждой масти и по придворным, допустим. Вот, чтобы не ждать долго, я потихонечку это все дело буду выкладывать. А если у меня туго с астрологией, получится освоить. Ну да, в принципе, я объяснять буду, почему. То есть я вам эту астрологию чуть расшифрую, и вы уже будете видеть, чувствовать, как там, что и как. Вот, как-то так. Хорошо, девушки, ну что, подписаться на спонсорство можно в любой момент. Очень здорово, что так много народу, но я серьезно, я не рассчитывал, что прямо так много народу. Это значит, что этот контент нужен. Будем стараться его двигать, этот контент, если вот не с помощью YouTube, то как бы сами своими силами. Ольга, добро пожаловать, и вы тоже в спонсоры. Вот, собственно, все вместе, я так думаю, что мы с этим делом как-то справимся. Хорошо. Давайте вторник-четверг. Как-то так будем рассчитывать на вторник и на четверг. Главное выйти на какой-то правильный ритм.
Вот, а дальше уже там будет видно. По пару карт за эфир, я думаю, мы с вами осилим точно. Потому что это не так сложно, как Wait. Вот. Интересно, сколько спонсоров появилось за эфир? Слушайте, мне тоже интересно. Довольно много просмотров. 1600 просмотров у нас. Спонсоров, ух ты, много. Да, довольно много. Но я пока не могу посмотреть, сколько именно. Прям даже как-то так волнительно. Много народу, да. О, давайте посмотрим. Я помню, что вроде там 3 спонсора было, да? Сколько сейчас? Ага. Пока у меня показывает 3 спонсора. Так что я думаю, что пока YouTube это дело все усвоит, да, поймет, сколько народу за сегодня подписалось, тогда будет понятно. Пока, ну, на вскидку человек 30 точно было, а то и больше. Это прям для меня как-то так, ну, неожиданно. Спасибо вам за доверие, будем стараться как-то работать. Танцы с бубном увенчались успехом благодаря Samsung. Ну вот видите. Вот видите. Не всегда Apple айфоны удобны. Все-таки в чем-то они и проседают. Полайкаем немного, кто забыл. Да. Тут я уже не буду стесняться просить. Напоминать, девушки, лайки, комментарии. Это очень важно. Так YouTube, поймет, что это нужная тема, что это как бы что-то прятать не надо. Так, ну что. Спасибо за сегодняшнее внимание, девушки. Увидимся с вами во вторник, наверное, давайте пробовать. Как я успею, либо это вторник, либо это четверг, и дальше уже выйдем на какой-то более ровный ритм. Пока мне еще нужно собрать инфу чуть-чуть, выстроить все это. Вот, и будем работать. Тут вы меня сегодня, в принципе, морально поддержали. Я вижу, что это все-таки нужно. Что это не так просто, что да, давайте. А в самом деле есть люди, которые готовы смотреть эти видео, поэтому будем делать. Добренько. Хорошо, будем заканчивать на сегодня. Увидимся на следующей неделе. Всем пока. Всем пока.